Всем привет! Привет, YouTube! Привет, мои дорогие зрители! Совсем недавно разработчики анонсировали новых командиров, а с последним обновлением их добавили в игру и они стали доступны. Об одном из этих командиров я сегодня и расскажу. Поехали! Первый из доступных нам командиров – Монтесума I. Монтесума I, орел ацтеков, станет доступен для использования после 300 дней игры. А это значит, что Монтесума I мы сможем использовать уже на третьем КВК «Свет и тьма», если правильно воспользуемся миграцией. Монтесума сочетает в себе интересные ветки талантов – лидерство, миротворчество и навык. Но для начала давайте посмотрим на его навыки. Первый навык – Страна шипов. Активный навык наносит цели прямой урон, множитель урона 1400, а также снижает урон контратаки оппонента на 15% на 4 секунды. Хороший показатель множителя урона. 1400 – это много. К сравнению, это уровень старого Саладина или свеженького Кира II. У них также множитель равняется 1400. Снижение контратаки на 15% на 4 секунды – тот самый показатель, который попортит много крови в связке Атила плюс Такеда, которые за счет контратаки наносят так много урона, а также длительность 4 секунды. Правильный набор ярости с ветки талантов навык позволит вам использовать активный навык один раз в 10 ходов, то есть снижение контратаки будет стабильно держаться 4 из 10 секунд, что достаточно много. Второй навык – Цветочные войны. Пассивный навык, бонус к урону по варварам плюс 50%, бонус к опыту обоим командирам плюс 25%. При атаке на варваров есть вероятность в 10% снизить вражеское здоровье на 50% на 3 секунды. Срабатывает не чаще, чем один раз в 3 секунды. Урон по варварам плюс 50%. Интересно в ПВЕ, в ПВП, к сожалению, никак это нам не поможет. Опыт командирам плюс 25%. Думаю, фанатов в этой категории 0. Да, польза, конечно, есть, но это нам не интересно. Снижение вражеского здоровья на 50%. Вот это уже круто. Да, жаль, что это работает только в ПВЕ. Если бы это работало в ПВП, командир был бы топ-1. Но в ПВЕ тоже есть места, где можно круто использовать этот навык. К примеру, Кирольский кризис. Срезать у боссов по 50% статов здоровья на целых 3 секунды, да это дебаф мечты. Боссы в Кирольском кризисе станут умирать во много раз быстрее. Третий навык. Воин-ягуар. Пассивный навык. Бонус к скорости на марше плюс 10%. Бонус к атаке войск плюс 20%. При обычных атаках есть вероятность исцелить войска, множитель исцеления 700. Если на оппонента наложен дебаф на снижение здоровья. Но не чаще, чем один раз в 5 секунд. Скорость на марше плюс 10%. Скорость – это всегда приятный бонус. Атака войск плюс 20% – это очень хорошо. Увеличивает обычную атаку, также урон от активного навыка. Исцеление с множителем в 700. В очередной раз это крутой навык у командира. Все, что необходимо, соблюсти правила исцеления. Если это ПВЕ формат, то тут у нас крутая синергия со вторым навыком. Командир будет исцеляться, просто как бешеный. Часто и очень много раз. В ПВП мы тоже сможем использовать этот навык. Все, что нам необходимо, это правильный командир. Взять, к примеру, ту же Этельфред, который активным навыком снижает здоровье цели. Вот вам и дебаф. А вслед за ним шанс на исцеление войск. Очень интересная механика. Посмотрим, как покажет себя на деле. Четвертый навык. Тройственный союз. Пассивный навык. При использовании ралли вместимость войск увеличивается на 10%. При получении командиром урона от навыков наносит прямой урон атакующему с множителем в 600. Эффект срабатывает не чаще, чем один раз в 5 секунд. Вместимость войск при ралли плюс 10% это очень полезный показатель при сборе. Вместо 2 миллионов войск в сбор можно будет взять 2,2 миллиона. При получении командиром урона от навыков наносит прямой урон атакующему с множителем в 600. Вот тут начинается спорный вопрос. Все зависит от механики, которую дадут нам разработчики.
От этого зависит, будет ли командир вообще имбой или неудачным экспериментом. Поясню. Вы делаете контрсбор на вражеской ралли. Оппоненты решили разобрать вас руками на подходе. Когда вы получаете урон от навыка обычного отряда, в ответ вы ударите его навыком с количеством войск в 2,2 миллиона, с множителем в 600. Да враг просто с одной тычки потеряет половину здоровья отряда. А если вас атаковали 5 отрядов, и вы всем пятерым ударили на половину здоровья, это ж нереально круто. Атила плюс Такеда будут завидовать, сидя в сторонке. Но это все мои фантазии. На деле, я думаю, будет все хуже, намного хуже. Но увидим, когда игроки все-таки вытянут командира и сделают первые тесты. Экспертный навык. Почитание богов. Улучшение 4 навыка Тройственный союз. Увеличивает урон по атакующему до 800 множителя, а также срабатывает не чаще, чем раз в 4 секунды. Это довольно сильное усиление, но сложно заранее предсказать, как все-таки будет работать этот 4 навык. Итак, с навыками мы разобрались, теперь я бы хотел поговорить о том, где можно применить этого командира. Первое и, пожалуй, самое очевидное – это PvE-ивенты, такие как Кирольский кризис. И если механика дебафа будет работать на боссов в Кирольском кризисе, то за счет своего сильного активного навыка, исцеления, увеличения урона по нейтральным юнитам, этот командир станет топ-1 для Кирольского кризиса. Второй способ применения – контр-ралли. Особенно хорошо против связки Атила плюс Такеда. Дебаф на уменьшение урона от контратаки может существенно снизить полезность связки Атилы плюс Такеды. Хороший урон от навыка сможет обеспечить конкурентоспособность в ралли. А если механика с 4 навыком будет работать, как я уже и описал, то проблема связок, которых на подходе разбирают соло, будет решена. Такое ралли будет бессмысленно атаковать руками, и это будет реально круто. Также хорошо для ралли сыграет показатель плюс 10 вместимости. Третий способ применения. В ряде случаев было бы интересно посмотреть, как Монтесума первый сядет в гарнизон, но только при условии того, что 4 навык атакует и правда каждого, кто использует на командире свой активный навык. Часто вижу, как многие окружают толпой флаг или город и бьют руками, а не сбором. В таком случае этот герой один убьет всех своим навыком. В остальных же случаях я слабо вижу применение этого командира. Прокачивать его для того, чтобы пофармить варваров или форты, это дорого и неинтересно. Для битв в поле есть много других, куда более интересных командиров. Определив направление для данного командира, можно разобрать необходимые для него таланты. Для всех 3 способов применения я бы распределил следующим образом таланты. Я бы взял всю ветку навыка и правую часть лидерства. Ветка талантов навыка слишком крутая. Она дает очень большой прирост в скорости набора ярости, а также увеличивает урон от навыков командиров. А в ветке талантов лидерства есть очень полезный талант, называется стратегическая смекалка, который будет очень часто давать вам по плюс 20% к защите на 2 секунды после использования навыка. А навыки у Монтесума будут вылетать часто, поэтому и защита будет повышена часто. Определив таланты командира, можно посмотреть, с кем мы будем его использовать. Первое. Для PvE. В целом, для PvE подойдет любая связка командиров с веткой миротворчества, но хочется выделить что-то интересное. Мне понравилась Монтесума плюс Кейра. Для Кирольского кризиса, да и вообще для любых боссов, это будет топ-связка. У обоих командиров есть большое количество урона от активного навыка. В дополнении Монтесума 4 навыком будет давать еще и сильный удар. Также Кейра своим 4 навыком колоссально увеличивает урон от навыков, поэтому уроны будут вылетать просто пушка-бомба. Монтесума плюс Чингисхан или Чингисхан плюс Монтесума. Чингисхан настолько хороший командир, что подходит практически в любые условия. Нахваливать Чингисхана можно сколько угодно. И набор ярости, и снижение ярости, и увеличение урона, сильный навык. Также крутой экспертный навык, который часто активирует активный навык командира. Итого получаем суперсильный активный навык Монтесума. Сильный активный навык Чингисхана. Монтесум своим 4 навыком наносит дополнительный урон. Чингисхан
экспертным навыком. Быстрый набор ярости и снижение стоимости делают из этой связки просто ПВЕ-убийцу. Чандрагупта плюс Монтесума. Командиры идеально подходят друг для друга, их синергия достигает колоссального уровня. Я думаю, эта связка сможет разбирать знаменитую связку Атилла плюс Такеда. Поясню почему. Монтесума своим активным навыком значительно снижает урон от контратак, делая связку Атилла плюс Такеда менее эффективной. Чандрагупта же своим активным навыком дает прирост в 40% увеличения урона. Соответственно, эти 40% распространятся и на активный навык Монтесума с множителем урона в 1400, а также с четвертым навыком, который при получении навыка вызывает прямой урон по оппоненту с множителем 800. Соответственно, усилили первый навык, усилили четвертый. Также после использования активного навыка Чандрагупты у него срабатывает активный навык с четвертого навыка. И также усиление на 40%. И это прям очень много урона. Также Чандрагупта третьим навыком каждой атакой имеет шанс повесить дебаф на вражескую цель, которая снижает защиту и здоровье цели. А как мы уже видели из описания навыков Монтесума, если у врага задействовано снижение здоровья, то войска Монтесума будут получать исцеление с множителем в 700. И это будет срабатывать реально часто, так как Чандрагупта постоянно вешает свои дебафы на врага. Сам же Чандрагупта имеет в наборе навыков прирост к здоровью плюс 20%, что позволит этой связке немного держаться в бою, но желательно бы прибавить немножечко защиты и здоровья, талантами или вооружением, иначе связка становится немножечко хрустальной. Также четвертый навык Монтесума, если будет работать на всех вокруг, то эту связку не будут разбирать руками на подходе. Набу 2 плюс Монтесума. Наконец-то к нам начинают возвращаться связки с лучниками. Оба командира первыми навыками наносят очень много урона, и это хорошо. Набу дает плюс 30% к защите лучникам, что позволяет связке выживать. Также у него очень много показателей, увеличивающих урон от атак, навыка и контратак. Третий навык Набу схож с четвертым у Монтесума, поэтому эту связку будет безумием разбирать руками. Вы просто развалитесь. Но опять же это вопрос о работе в механиках игры. Связка очень похожа на Атилла плюс Такеда, только тут все построено на уроне от навыков, в отличие от первых, которые просто руками разбирают и все. Выстрелит ли Монтесума первый или нет, только время покажет. Время, тесты и механика работы четвертого навыка. Если четвертый навык будет работать, как я уже и описывал, этот командир точно будет использоваться против Атиллы плюс Такеды, да и вообще в контр-ралли он круто выглядит. Если же нам в очередной раз подложат нерабочую механику или неверное описание, то этот командир только для ПВЕ. Тратить 690 легендарных голов для того, чтобы приятно пофармить? Не, спасибо. Надеюсь, этот командир станет крутым контрсборщиком, и мы сдвинем мету Атиллы плюс Такеды в сторону. Командир совсем свежий. Если у кого-то есть какие-то идеи или предложения касательно связок, талантов, да и вообще хотите обсудить этого командира, welcome ко мне в комментарии или в мой Discord канал. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока!